Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». Мой следующий проект – этот пасхальный зайчик. Вяжется очень просто и получается очень эффектная декорация к Пасхе. Предлагаю вам очень подробный мастер-класс этого зайчика. Попробуйте связать его вместе со мной. Если вам нравятся мои проекты и вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Я закончила вязать 7-й ряд. Здесь у меня получилась серединка. Должна обязательно получиться серединка сзади. И я начинаю вязать. Теперь я начинаю вывязывать хвостик. Для этого я делаю 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И заключаю их в колечко. То есть я иду в первую петельку, там, где я начинала, и соединяю соединительной петлей. Все, вот я их соединила. И теперь я начинаю вязать, делаю воздушную петельку для подъема и вяжу 18 столбиков без накида под колечко. 1, 2, 3 и так далее. Я провязала 17 петелек, вяжу 18-ю и соединяю ее с первой петлей для подъема соединительной петелькой. Все, у нас получился такой кружочек. Получился такой кружочек, и я начну прямо от этих петелек вязать следующий ряд. То есть я иду по петелькам наверх, делаю просто кетлевочные петельки, 2 кетлевочные петли, как бы это у нас будет для подъема следующего ряда. Разворачиваю вязание и начинаю вязать как бы дальше. Последний ряд белыми нитками. Здесь делаю просто столбик с накидом под воздушные петли, которые у меня прямо здесь возле хвостика. Затем 2 воздушные петельки и дальше так, как я вязала перед этим. Весь ряд до хвостика. 3 столбика с накидом и 2 воздушные петли. Весь ряд таким же образом. Вот у нас получился хвостик здесь. Я довязываю этот ряд до конца, делаю последние 2 воздушные петли. И затем туда же, вот где у меня хвостик был, 1 столбик с накидом. И соединяю его с хвостиком. Вот теперь у нас хвостик как бы ввязался в наше туловище. Вот таким образом. Теперь мне осталось сделать только внизу обвязку синим цветом. И тогда наш зайчик будет готов. Я наметила заранее место там, где у нас будут как бы такие лапки выступать. И начинаю обвязку. Обвязку делаю синей ниткой. Делаю воздушную петлю для подъема и первый столбик, который у нас был в прошлом ряду,
столбик без накида. Под воздушные петли я делаю 2 столбика, затем под наши столбики, под 3 столбика делаю 3 столбика без накида. Затем опять 2 столбика под воздушные петельки. И так до первой лапки я довязываю таким вот образом. Получается у нас обвязочка такая. Я довязала до нашей первой лапки. Здесь провязываю 2 столбика без накида. Я ее уже сниму, то есть я уже знаю, что я здесь буду лапку вязать. Сниму и провязала. Затем делаю первый столбик в столбик. И затем я делаю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И возвращаюсь обратно. То есть я возвращаюсь вот сюда. В серединку предыдущих 3 петелек. Вот у нас получился такой. И начинаю вязать здесь у нас эту лапочку. Я поднимаюсь на 1 петельку наверх и начинаю отсюда вязать 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петельки делаю. И затем опять 4 столбика. 1, 2, 3. Это у нас коготочки будут. 4. 2 воздушные петельки. 1, 2. И еще раз 4 столбика туда же. 1, 2, 3 и 4. Я вернулась обратно туда же, где начинала, и соединяю просто с последней петелькой. Вот у нас получилась лапка такая. Будет на ней стоять. И затем продолжаю дальше вязать просто до следующей лапки. Так как я вязала 2 столбика под воздушные петли, 3 столбика в столбике, и таким образом. Вот. Я провязала весь ряд, всю обвязку и дошла до хвостика. Я перехожу просто на хвостик и делаю здесь столбики без накида, просто столбик в столбик, так как мы на ушках делали уже синенькой ниточкой по кругу. Получается хвостик такой. Вот я и довязала зайку, вот его хвостик.
Вот лапки с коготками. Головка и ушки. И теперь мне необходимо его подкрахмалить. Я сильно крахмалить его не буду, но немножко подкрахмалить надо, чтобы это все приняло форму и вот так вот как бы у нас стояло. Я начинаю сначала крахмалить голову, ушки и хвостик, а затем надену вот эту часть на форму. Для формы я использую просто большое пластмассовое пасхальное яйцо. И все, зайчик готов. Я посадила туловище зайчика на форму. Это такое пластмассовое пасхальное яйцо. И таким образом как бы высушила. То есть я сначала накрахмалила и оставила сохнуть на этом яйце. Вот у нас получилась такая форма. Получился наш зайчик. Вот он может стоять.